Всем привет! Сегодня у нас Lexus RX 350 2010 года выпуска, пробег 180 тысяч километров. Здесь у нас стучит рулевая колонка. Обычно для устранения стука достаточно поправить упругий элемент червячного вала электроусилителя без снятия колонки с автомобиля. Но иногда это не помогает, приходится снимать колонку, разбирать и устранять зазор в редукторе за счет смещения пластиковой шестерни. Снимаем рулевое колесо и отмечаем положение вала колонки. Снимаем кожух колонки. Отцепляем разъемы и проводку. Заряжаем хомут, отгибаем язычок сверху и снимаем подрулевой переключатель. Витой кабель во избежание обрыва можно зафиксировать скотчем. Снимаем боковую накладку панели приборов. Снимаем накладку порога. Снимаем нижнюю накладку. Откручиваем два самореза, отцепляем разъемы и снимаем коленную накладку панели приборов. Откручиваем 4 болта, отцепляем разъем, отстегиваем трос открывания капота и снимаем коленную подушку безопасности. Снимаем воздуховод. Отцепляем жгуты проводов. Смещаем фиксатор защелки разъема, отстегиваем саму защелку, тянем за рычажок и отцепляем основной разъем электроусилителя. Убираем пружину. Снимаем ось тормозной педали. Пока есть разрежение в усилителе тормозов, фиксируем тормозную педаль в нажатом положении, иначе нижний болт колонки вытащить не получится. Ослабляем крепление колонки. Снимаем включатель стоп-сигнала и вынимаем нижний болт, придерживая колонку. Откручиваем гайки и снимаем колонку с автомобиля. Перед разборкой отмечаем положение деталей. Отсоединяем жгуты и проводку. Снимаем электродвигатель усилителя. При откручивании болтов не упирайтесь в моторчик электропривода. Я уже один сломал, пришлось покупать колонку с разбора, так как отдельно привод не продается.
Снимаем стопорное кольцо основного вала. Откручиваем гайку червячного вала. Отделяем проводку датчика от основного жгута. Выпрессовываем червячный вал из подшипника. Вынимаем червячный вал. Теперь при помощи длинных болтов и втулок, в данном случае используем гайки на 10, закрепляем крышку с датчиком так, чтобы выпрессовать основной вал из подшипника. Крышку снимать не будем, так как для этого нужно выпрессовать втулку блокиратора. На токарном станке расширяем проточку под стопорное кольцо на 1 мм в сторону рулевого карданчика. Промываем от стружки. Смазываем детали редуктора. Для устранения люфта в редукторе путем смещения шестерни на вал устанавливаем шайбу или набор из шайб с внутренним диаметром 30 мм и общей толщиной в данном случае 1 мм. Ставим крышку с подшипником. Ставим стопорное кольцо. Прикручиваем крышку с датчиком. Вставляем червячный вал. Запрессовываем подшипник. Закручиваем гайку, фиксирующую червячный вал. Проверяем, чтобы основной вал вращался свободно, без заеданий. Вставляем упругий элемент поджима червячного вала. После этого основной вал должен вращаться как бы рывками. Это показатель того, что зазор в редукторе отсутствует. Соответственно, стука уже не будет. Ставим заглушку. Смазываем шлицевое соединение. И по меткам соединяем редуктор с колонкой. Устанавливаем эластичную муфту и наносим на нее густую смазку. Ставим электродвигатель. Собираем проводку. Ставим колонку и собираем в обратной последовательности.
Перед установкой руля убедитесь, что витой кабель стоит по центру, а колеса стоят в положении прямо. Проверяем. Стука нет. Дальше поднимаем автомобиль и наносим на нижнюю крестовину пластичную смазку для защиты ее от попадания внутрь воды и, соответственно, от коррозии, для продления срока ее службы, так как механически крестовины практически не изнашиваются. В рейку здесь уже лазили, так как хомуты на пыльниках стоят не оригинальные. Правый пыльник деформирован, и на втулке имеется люфт. Требуется ремонт рейки в ближайшем времени. А у нас на этом все. Если есть вопросы, пишите комментарии. Всем удачи!